Всем доброго времени суток! Сегодня хочу перебрать свою аптечку, точнее свои аптечки. Вот, и как раз хотела показать вам, что же у меня в аптечке. Вот, периодически я рассказываю про каждое средство. И вообще я в принципе не сторонник лекарств, так скажем, да, но если болеем, то, конечно же, мы ими пользуемся, хотя я стараюсь свести к минимуму лечение лекарствами. Вот, все-таки стараюсь, знаете, народными средствами какими-то обходиться. Плюс еще изучаю точки акупунктуры, мне тоже очень нравится. Возможно, сниму когда-нибудь видео на эту тему, не знаю, посмотрим. Итак, что же есть у нас в аптечке? Вообще у меня, в принципе, обычно всегда аптечка разделена на две категории. То есть одна категория — это средства от ОРЗ, от вирусов разных каких-то, вот, от гриппа, ну, в общем, что-то такое, там, когда есть кашель, сопли, насморк и все такое. И вторая аптечка обычно, здесь у меня хранятся средства от диареи, рвоты, ну и всего в этом духе, как говорится. Но на данный момент у меня все тут перемешалось. Вот, конечно, надо ревизию провести, посмотреть сроки годности и красиво все разложить правильно по местам. Вот, но прежде чем я это сделаю, я, наверное, вам покажу все-таки, что же у нас есть в аптечке. Так, начну я, наверное, вот с этой корзиночки. Эту, наверное, даже уберу, чтобы не мешалось. Вот, итак, есть Смекта при диарее. Это в пакетиках, очень удобно для взрослых и детей с 2 лет. Хорошее средство, нас не один раз, так скажем, выручало. Конечно же, есть детский нурофен, так как у нас есть дети. Вот, и в жидком виде, когда дети маленькие, нурофен, конечно, легче детям давать. Нурофеном я, конечно, стараюсь не злоупотреблять, потому что побочек, конечно, у него очень много. Но иногда приходится, когда там совсем высокая температура, там уже, знаете, деваться некуда. Есть йод. Вот, правда, слава богу, мы им не пользуемся, он, в принципе, нам особо не нужен. С лопаткой, у него, кстати, срок годности, по-моему, кончается. Да, вот. Конечно же, есть энтеросгель. Кстати, есть полисорб, он у нас на кухне, просто он тут не вмещается, я его как бы на полочку положила. Это сорбент. Вот, когда отравления какие-то там, что-то типа того, то энтеросгель выручает. Вот, так, далее, тут уже какая-то помесь пошла. Есть жидкий уголь, ну, в принципе, то же самое, что и Смекта, что и энтеросгель, как мне кажется. Тоже сорбент на основе яблочного пектина. Когда-то я покупала, давненько уже, наверное, срок годности кончается. Так, это для детей с яблоком. Так, срок годности, нет, до 23-го года. Вот, тоже несколько раз пользовались, в принципе, тоже хорошее средство. Есть пластырь, такой еще пластырь. Эдос, я уже коробочку выкинула, я у некоторых лекарств выкидываю коробочки, потому что, как-то они, во-первых, не вмещаются, во-вторых, как-то вот я не люблю, когда вот много ненужного. Вот, Эдос я брала старшему сыну, это как успокоительное на травах, по-моему, гомеопатическое средство, да, я уже не помню, честно. Вот, но помню, что, по-моему, да, гомеопатическое средство. Вот, вот, тоже хорошее средство. Так, это хлоргексидин. Вот, есть, конечно же, бинты. Что еще у нас тут? Супрастин тоже не раз выручал. Средство от аллергии. Что-то тут уже пожелтел. Так, далее Стодаль от кашля, тоже гомеопатическое средство. С ним я познакомилась, когда родила старшего сына. Мне он помог, и, в принципе, детям тоже, в основном я стараюсь что-то такое более щадящее давать.
ну, уже там, если только совсем заболеют, и там, если педиатр пропишет, конечно, там уже что-то другое даю. Элюфор — это, по-моему, средство от диареи, если не ошибаюсь, детское, то есть как раз детям я брала его. Ну, тоже, в принципе, хорошее средство, наверное, уже и срок годности. Так, где тут даже не видно, наверное, уже кончается, надо посмотреть, и если уже заканчиваться, то выкинуть. Аква D3, витаминчики у нас есть еще. Кстати, витамины я в данном видео не буду показывать, потому что, скорее всего, покажу в другом видео, так как на данный момент как раз-таки мы пьем и омегу-3, и кальций, и витамин D. В общем, все как-нибудь покажу. Так, Ингалипт, спрей для горла. Хороший спрей, недорогой, тоже посоветовала педиатр. Один из лучших, в общем, аэрозолей. То есть он и недорогой, и очень эффективный. Зиртек, тоже как-нибудь сниму видео. От аллергии он нам помог. Недавно мы были в другом городе, и у старшего сына как раз-таки после аквапарка началась аллергия. Ну, как-то высыпания были, и, в общем, Зиртек нам помог. Вот, здесь уголь активированный обычный, и, по-моему, не помню, как называется. Так, средство тоже, которое что-то типа от отравления, нефурал. В общем, ну, как раз-таки не только отравление, когда вот понос, отравление, в общем, как там, не помню, как назвать, не знаю, в общем, ну, вот средство от таких симптомов, так сказать. Вот, вата обычная, бинт, ну, все, собственно. Тут еще что-то. Тут метилурацил. Что-то я даже забыла, он уже от чего. В общем, какой-то врач нам прописывал. Я даже не помню, кому. Ну, вот, надо, кстати, почитать инструкцию. Давно уже не брала, не смотрела. И он уже, видите, весь такой стал. Сама упаковка стала вся такая вот неприглядная. Вот, на этом здесь все. Так, переходим ко второй корзиночке. Тут у нас есть новый энтеросгель. Тот старый, ну та паста уже кончается, а это вот новую. Я купила на запас, как говорится. Дриптан. Нам назначал его невролог старшему сыну. Ну, у нас была такая проблема, в общем, ребенок иногда немного отписывался. Вот. Сыну уже 6 лет. Ну, в общем, была там своя проблема. Вот, и нам прописывали дриптан. Так, хорошее, кстати, средство. Лопирамид есть обязательно, на случай, если вдруг диарея будет. Так, что тут у нас? Тараксол. Это мукалтическое отхаркивающее средство. По-моему, давно уже покупали, и особо мы им не пользуемся. Как-то мне показалось, что от него нету толку. Вот, поэтому что-то такая и коробочка неприглядная. Не знаю, надо посмотреть срок годности. Если уже вышел, то уже выкинуть надо. Нет, написано до 22 года. Так, обязательно есть фурацилин, споласкивать горло. И, кстати, он в порошке. 20 пакетиков здесь внутри. Ну, вот именно в порошке мне нравится больше, чем в таблетках. Так, есть громедин детский остался, педиатр прописывала, вот, для горлышка. Так, это что? Цитиризин, вот, кстати, тоже противоаллергические капли, это тоже педиатр младшему сыну когда-то давно прописывала, и, ну, вот, осталось это средство. Так, это у нас азитромицин, это антибиотик. По-моему, я его сама покупала, как раз когда коронавирус был. Вот, и мне прописывали, по-моему, другой антибиотик, а его то ли в наличии не был, то ли чего. В общем, я купила этот, но так его и не пропила. Пропила другой, потом нашла в другой аптеке. Вот, это пока лежит, пусть полежит. Супракс, вот как раз мне Супракс, Салютап назначали. И я, по-моему, не все пропила. Я старалась
старалась, в общем, не увлекаться антибиотиками, хотя знаю, что, по-моему, их как минимум 3-5 даже, по-моему, дней надо пить. То есть, если уже, ну, будет улучшение, да, то есть, если вы себя уже будете хорошо чувствовать, то надо не переставать пить антибиотик. Вот, далее бронхипред. Тоже хорошее средство. Назначал врач, по-моему, от кашля, что ли. Вот, но, кстати, его еще и на нос капают. Далее опять лопирамид. Это на запас. Натрия хлорид, то есть по-другому физраствор. Он нужен для ингаляции. Вот я его использую, когда надо делать ингаляцию. Есть доктор Мон, тоже педиатр, прописывала, когда у детей был кашель, смазывать грудную клетку, спину, естественно, когда нету температуры. Вот так, здесь у меня там резиночки не нужны, здесь спирт, вот в такой упаковочке. Так, далее тромицент, спрей назальный, антибиотик для местного применения. Это тоже педиатр назначала для младшего сына, по-моему, от насморка, что-то какая-то там у него инфекция была. Вот, тоже неплохой спрей, но стараюсь такими вещами не злоупотреблять, только по назначению врача. Так, Тафен, это мне прописывали, у меня ринит, скорее всего, аллергический. Ну и, в общем, как-то я ходила на прием, и лор прописал Тафен. Вот, надо уже его использовать. Честно сказать, особо-то он не помогает, если честно. Вот, вибрацил. Это капли педиатр прописывала младшему сыну. Тоже вот попользовалась уже. Осталось, в общем. Это прям панацея, можно сказать, от всего. Цитрасепт, я его очень люблю. Это БАД, который, в принципе, помогает при многих болезнях. Вот, ну, в первую очередь, именно когда болеют, то есть есть признаки ОРЗ, ОРВИ, гриппа. В общем, очень хорошее средство, которое повышает иммунитет. Мне он очень нравится. Вот, далее Аквамарис. На нос брызгать, это раствор соли, вот, морская соль. Риностоп от насморка, от заложенности носа, вот, он мне нравится. Ну, конечно, злоупотреблять им тоже не стоит. Горчичник есть, кстати, перцовый пластырь, он там отдельно лежит. Вот, ну, горчичник, думаю, тоже все знают, зачем нужен. Так, амоксициллин. Амоксициллин, по-моему, так, подождите, по-моему, тоже антибиотик. Это младшему сыну назначали, когда вот, да, он болел-то в январе, что ли, я уж не помню. Вот, тоже остался. Так, еще один риностоп, и тут уже сборная солянка, как говорится. АЦЦ от кашля, тоже хорошее средство, но, к сожалению, тоже очень много побочек, и злоупотреблять им явно не стоит. Здесь у нас парацетамол. Вот это у нас супрастин, наверное. Нет, рематадин. Кстати, заметили, у меня нету ни одного противовирусного средства. Вот только рематадин, и то, честно сказать, он не помогает, как мне кажется. Вот. А так, когда вот болеем, я в основном даю своим домашним цитрасепт. Вот. Ну, конечно, не помешало бы, наверное, орбидол купить. Хотя не скажу, что я в него сильно верю, но на всякий случай лучше надо иметь в аптечке. Изофру тоже прописывали младшему сыну. Тоже как местный антибиотик идет для носа. В общем, спрей, он уже почти закончился, но я уж его не выкидываю. Думаю, доиспользуем и выкинем. Холесал для десен прописывали. Прописывали мужу. Вот, когда он от камней ходил чистить десна, зубы, десна, в общем, все, что можно. Так, и тут у нас есть ибупрофен по одной штучке, но срок годности хороший еще, по-моему, до сентября или до ноября.
этого года, уже скоро выкинуть пора будет. Вот это у нас что вот надо отрезать. Не люблю вот когда лишние эти, когда вот так остается, вообще не люблю. Люблю, когда все аккуратненько. Так, это у нас ибупрофен тоже. Вот такой ибупрофен. И тут у нас что еще осталось? Мизим для желудка незаменим. Вот тоже не так много осталось. Так, это я показывала. И гомеовокс, наверное. Гомеопатическое средство от хрипоты голоса, от потери голоса, от усталости голосовых связок. Вот, тоже хорошее, ну, в принципе, нормальное такое хорошее средство. Ну вот, собственно, такими средствами мы и пользуемся. Что-то много всего, как мне кажется. На этом все. Всем большое спасибо за внимание и до свидания. Еще вспомнила об еще двух средствах. Это для рассасывания, в общем, пастила, вот такая вот постилки. Горпилс, когда горлышко болит, и имудон. Вроде как укрепляет иммунитет горла, если я правильно выражаюсь, для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки. Ну вот, на этом точно все. Все, всем спасибо, до свидания.